Топ-5 геймпадов для Android TV-боксов, да вообще для TV-боксов на зиму 23-24. Вот так вот, такой переходящий топ. И все это у нас на канале Технозон. Поехали! Мы на главной странице нашего канала, подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить наши вот такие вот интересные обзоры, информационные видео и много разных гайдов интересных. Да еще и, что самое интересное, у нас есть ссылки на проверенных продавцов и на обзоры этих самых геймпадов, потому что на все эти геймпады я делал обзоры. И тут еще немаловажный вопрос. В описании под видео есть ссылка на мой Twitch, там где я стримлю игры, и есть ссылочка на наши различные ресурсы, а также на Технозон.ua, на наш канал на украинском языке. В общем-то, мы начинаем. Если вы просто играете на ТВ-боксе, само собой вам нужен геймпад. Те, кто говорят, что на ТВ-боксе не во что играть и практически нет игр, они просто не знают, как в Android TV маркете правильно искать эти самые игры. Я играл в такие игры, как Shadowguns Legends, Asphalt 9, Asphalt 8. Есть там еще некоторые игры, Radiation Island, например, но это вам нужен, честно говоря, очень мощный ТВ-бокс. В это тоже можно все поиграть. И даже на 64-битных ТВ-боксах по типу H96 Max V58, там где 64 биты и 3588 процессор, там можно даже установить эмулятор PlayStation 2, и действительно вам геймпады для этого понадобятся. Так вот, у нас есть для начала внетоповое место, это 8-бит SN300 Pro, он очень неплох, но он маленький, поэтому он внетоповый, потому что это назвать супер полноценным геймпадом нельзя, стоит он 35 баксов, но он мультиплатформер и поддерживает Windows, Switch Lite, Switch простой, поддерживает Android от 4, поддерживает у нас, а что он там еще поддерживает? Они там писали, он еще поддерживает Raspberry Pi, Steam, да, на Steam это немаловажно, и само собой у него будет совместимость с Xbox приложением на Винде, то есть имеется в виду виндовая совместимость, и в Xbox можно играть на Винде. К самому Xbox он не подходит. Его формат достаточно мелкий, расположение кнопок немножко неудобное, он маленький, и расположение само по себе, вот этот вот кнопок X, A, Y, B, оно немножко необычное, то есть для Винды и для Android они должны быть немножко перепутаны, вернее по-другому стоять. Вот, например, как на вот таком вот Xbox геймпаде, Y вверху, X слева, а снизу B справа. Поэтому он и вне топовый, скажем так, потому что полноценные геймпады я начинаю с 24 баксов, это у нас GameSear T4 Pro. Он Bluetooth, расположение вот этих вот стиков, вот именно такое, вот один верхний, один нижний, хотя я люблю именно другого формата, когда два нижних по типу PlayStation, я их так и разделяю для себя, иксы и PS-ки. Вот так вот, иксы для меня это косые стики, прямые стики это для меня PS. Дело в том, что T4 Pro существует в двух форматах, T4 Mini и T4. То же самое различие, как и в GameSear, например, маленький формат и большой. Я бы не советовал брать маленький, неудобно держать, хотя прозрачный выглядит просто обворожительно, этот прозрачный в темных цветах. При этом, смотрите, я вам сейчас покажу вот эти вот все рекламные картиночки, он тоже подходит под Switch, у него есть гира под Switch, у него светящиеся кнопки, при этом у него правильное расположение кнопок для игры на Android, X, Y, A, B, и для игры на Винде, а он подходит и для Винды. Вот, пожалуйста, смотрите, iOS, Android, PlayStation и Switch. То есть, чтобы вы не путали, на Apple он не подходит, не советую не брать сразу. Очень классная тема, у него, смотрите, есть нижние M1, M2, M3 и M4 программируемые кнопки дополнительные, я все в обзоре своем показал, со слепыми зонами. Не все супер-мега идеально, но они настолько минимальны, что, честно говоря, можно поиграть за его цену. То есть за 25 баксов можно поиграть. Заряжается он через Type-C, у него хорошая, очень хорошая батарея. Есть вот такая вот скоба, которая удерживает неплохо смартфон, потому что можно поиграть и на смартфоне. И есть чехольчик. Короче, знаете, что самое интересное тут? Сейчас вам покажу. Вот как он коннектится. На Nintendo через Bluetooth, на Android TV боксы он через 2.4 wireless, это через dongle коннектится, хотя через Bluetooth тоже можно, потому что Android Phone, но на Android TV советуют именно 2.4. iOS, на iOS можно, а на Apple, как на Apple? На Apple, он у меня не шел на Apple, как его, на MacBook.
Ну так тут и не говорится, что на macOS. Да, все правильно, не перепутал. И на винду он идет и проводной, и 2.4 донгл. Хотя через Bluetooth тоже можно коннектить. Все сейчас универсально, все сейчас нормально подходит. Отличный. Следующий геймпад у нас немножко странный. Он на 4-м месте. У него правильное расположение, вернее, у него перепутанное расположение кнопок. Все как обычно. И это MobaPad. В чем отличается? Дело в том, что у него механические свечи, он полностью механика. У него есть два варианта, розовенький и беленький. Я делал на него обзор. Для Android версии очень даже неплохо. Его можно даже найти там за 46, за 47, но это в MobaPad Official Store, который дает еще и гарантию на самом деле. Хотя его странности с подключением, честно говоря, меня немножечко ввели в заблуждение. То есть не в заблуждение, а не расстроили. Он очень неплох. У него очень хороший ресурс, хотя он больше идет для свечей. У него есть вот эти вот Alps линейные моторы, то есть для вот этого вибра, и у него плюс еще и есть, акселерометр. Холл, джойстики, датчики холла на 5 миллионов, рассчитаны на 5 миллионов воздействия. Датчики холла очень даже неплохо. При этом заменная крестовина, у нас она крестовина заменяется на вот такую вот штуку. И тоже это такого Xbox-овое расположение, честно говоря, которое мне не очень нравится. Очень крутой геймпад, но со своими вопросами подключения, например, к ПК. Когда подключал, я просто-напросто намучился. Он у меня не подходил к X, грубо говоря, к Xbox, подошел к Steam, потому что Steam совместим с такими геймпадами. Еще и у нас механические вот эти вот свечи, которые тоже расположены. Я, кстати, такие свечи, я когда делал обзор Dream машины мышки, он, наверное, еще только выйдет после этого дела. Там у меня заменные свечи, и такие свечи очень прикольные, на 5 миллионов нажатий. Очень, очень прикольная тема. Также в нем есть акселерометр, само собой, и приложение для настройки, для каких-то моментов ребинда и всего остального. Смотрите, здесь можно мейпинг делать, биндить и настраивать мертвые зоны. Очень классный геймпад, очень советую, с учетом того, что здесь датчики холла, но его вот эта вот цена в 52 бакса, еще и замороченное подключение и неполная совместимость со всеми устройствами, именно это 4 место. 8-bit Do Pro 2 Special. Почему именно этот геймпад? Во-первых, мне нравится дизайн. Если вам не нравится, вы можете купить обыкновенный 8-bit Do, он будет дешевле. Я вот специально вам выведу. Я на Special играл. Special мне прям понравился. Ничем он не отличается от простого геймпада за 45 баксов. Вот они есть вот таких вот цветах. И у них опять же расположение не иксовое, расположение у них имеется в виду кнопок, да, у них X вверху, Y, это больше свечевое расположение самих кнопок. Однако расположение аналоговых стиков это у нас PS-ная версия. И вообще очень классные геймпады в плане того, что у них практически тоже отсутствуют мертвые зоны. Есть подключение у нас через Bluetooth, верните. И совместим с iOS, с iPad'ами, с macOS'ами, с tvOS'ами. Это то, что у нас касаемо вот этого геймпада. 6-осевой гироскоп для Nintendo Switch. Конечно же, они все с вибрацией. Очень неплохие. 1000 мА у нас батарей-пак. У нас батарейка стоит. У нас есть, вот видите, переключатель режима. Сзади у нас кнопки дополнительные P1, P2. Это, конечно, не количество вот этих вот кнопок, которые есть сзади на T4 Pro. Но просто T4 Pro не имеет такого качества исполнения и имеет худшую ситуацию с мертвыми зонами. При этом он такой мультиуниверсальный. И мне он понравился, один из лучших, но я использовал вот такой вот, я делал обзоры на тот и на тот. Я использовал вот такой вот 8-bit Do Pro 2. Очень хорошо целить, очень неплохо, но отсутствие датчиков холла, я вам скажу, делает его вот именно на 3-м месте. Хотя на 2-м месте у нас тоже без датчиков холла, это GameSir G4 Pro, и его цена на текущий момент это 39 баксов, это просто топовый геймпад, я его использую до сих пор во всех обзорах. Я не знаю, все обзоры, которые я снимаю, где тестирую игрушки, я использую только GameSir G4 Pro. Я на нем играл на компе в Xbox игры. У него нет этих подсветок кнопок, но это один из самых топовых геймпадов именно у GameSir. Объясню. Смотрите. Давайте я сейчас вам покажу. Он мультиплатформенный. Сейчас вам покажу. Nintendo Switch, Android, iOS и PC. При этом у него заменные кнопки. Вот это классно.
То есть, если вы играете в свечевый вариант, вы взяли, переставили кнопки. Они на неодимовых магнитах и вообще не выпадают. Если вы играете в PC вариант, то Y, X, A, B просто взяли, вот так вот их вытянули, переставили. Они не выпадают ни при каком раскладе. У него есть 6-осевой гироскопчик. Конечно же, для того, чтобы вы играли на свече, у него есть поддержка Apple Arcade. Вот это вот немаловажно. MFI Games, само собой. И есть у нас поддержка Android, Android TV. Асимметричные вибрики. Это, кстати, тоже немаловажный момент, который добавляет металлизированные кнопки. 800 мА литий-полимер батарея. И, кстати, да, вот видите, металлизированные кнопки. Покрытие у них такое металлизированное, которое износостойкое. Сменные свечи. Есть у него донгл, есть подключение через Bluetooth, индикатор батарейки. Слушайте, очень классная тема. Настолько крутой геймпад, он классический с вот этими разнесенными стиками в PS режиме, ну грубо говоря PS Style, да, когда у нас вот эти вот два PS Style. Вы можете спросить, кстати, про GameSir G5, он у меня до сих пор лежит, мне настолько не зашло с вот этой сенсорной панелью, и он многим не зашел. Хотя меня за него ругали, говорили, ты просто не разобрался. Ребята, разбирался сколько угодно, но неудобно. Ну неудобно. И сколько мне там не писали, ребята говорят, блядь, такое убожество сделать, GameSir мог только вот, только с этим геймпадом. Он на втором месте, очень советую, за 39 баксов на текущий момент, прям золотая цена, советую. А на первом месте у нас GuliKit King Kong 2 Pro, я вам вообще не буду ничего про него говорить плохого, потому что вам нужно просто посмотреть наш обзор, это очень классная вещь. Объясню. Мультиплатформер для начала. Электромагнитные патентованные стики. Ну, по сути, это тот же самый датчик Холла. У него патентованные кнопки, которые выдерживают до 50 миллионов нажатий. Это то ли Ultra Long Life. То есть очень классная тема. Не дрифтит. Без мертвых зон. Абсолютно. При этом вы можете поменять кнопки местами. Ну, заморочиться поменять. Потому что изначально, конечно, расположение у него YXBA. Очень похож. Вы поняли, да, на какой геймпад? На Xbox-овый геймпад очень похож. И, кстати, меня многие спросят, почему там не PlayStation 4, не Xbox? Потому что у PlayStation 4 нет полной совместимости с абсолютно всеми платформами. Вот абсолютно. Вот бывают ТВ-боксы, у которых он работает, бывает нет. И мне, знаете, сколько мне вопросов пишут таких там, вот давай, ты там насоветовал геймпад Xbox 360 когда-то, я подключил, а он не работает. Да твою ж мать, ну не на всех оно, не так это работает, ребят, абсолютно не так. Поэтому вы должны это понимать. А вот GuliKit это прям вот King Kong 2 Pro прям моя любовь. One love, я вам серьезно говорю. Вот видите, они показывают эти запатентованные магнитные датчики, у которых практически нет абсолютно никаких мертвых зон. 100% no dead zone on stick center on outer ring area and outer. То есть вы можете это настраивать. Самое интересное, то есть через файлик, через все что угодно. У него есть приложение и мультисовместимость iOS, macOS, Android, Windows и Switch. Все, вы можете в Steam играть, в Xbox на компе играть. И вот они говорят о том, что они заменные, эти кнопки, можно их переставлять. Все очень хорошо. Да, двойные вибрационные у нас моторы двойные. Конечно же, гироскоп и специальные кнопочки. Короче, очень крутой геймпад. Ребят, советую. Многие из вас могут спросить, как играть на чистом андроиде. Для этого существуют различные программы, ремапперы. Это уже совсем другая тема. Мы сейчас говорим конкретно для ТВ-боксов. И это пятерочка лучших, которые есть из Китая. А с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.